Россия. Здесь все пропитано ложью и показухой. Ожидание этого русского мира, так называемого, привело к смерти ребенка. Мужчина рассказывает, за время оккупации солдаты убили многих знакомых. Правда, которую никто никогда не узнает. Ни что происходит на Камчатке, или за что судят Фургала. Закручивание гаек, войны в Сирии и Украине, экономическое пике и обнищание населения. Все это неминуемо приближает конец. Слово «революция» для многих не синоним борьбы за власть и свободу, а скорее понятие тождественное слову «трагедія». Особливо велика і важлива в НАТО. Я думаю, що одна з цих чотирьох вже почала хитатися з приводу нашого членства. Ну, коротше кажучи, ми працюємо. Це все мені дуже нагадує минулий рік, коли ми боролися за набуття України статусу кандидата на членство в ЄС за тиждень до того. Воно зараз те саме з НАТО, але цю проблему з часом ми вирішимо. Пане Дмитре, ну і не можемо не спитати, вже 6 травня буде коронація короля Чарльза III. Хто буде представником від України? Можливо, плануєте ви? Буде високоповажна українська делегація. Да, алло, привет. Здорово, здорово. Чё, как ты? Что делаешь? Норм. Заметку надо дописать для утренней колонки. Ну и разобрать срач в сообщениях, который из-за вчерашней статьи начался. Блин, подожди, можешь сделать телек потише? Орёт просто пипец, очень плохо тебя слышно. Ты еще и пропаганду врубил. Это просто фон. Ага. Все равно ничего не идет, как будто мне это интересно. О, ну я, короче, чё как я. Я с вещами разобрался, переезд всю душу вынимает. Как Москва тебя встретила? Как с работой? Стало спокойнее гораздо, да и работы хватает. Вообще, это все не важно. Что тебе пишут? Угрожают? Как всегда. Что статья моя — вранье, хотя там чистая правда. Что за мной придут, что Украина этого так не оставит, ну и все в таком духе. Братишка, может, и правда надо быть поаккуратней? Я вон телегу читаю, там пишут, что СБУшники одного за одним пакуют. Да из твоей манеры подачи информации ты прям по ниточке ходишь, чувак. Сам знаешь, сколько повязали таких репортеров, как ты. Может, есть маза что-то, как-то, куда-то. Я же журналист. Журналист. Что вижу, то пишу. Украина свободная страна. А моя статья — это аккуратно подмеченный, железобетонный, противозаконный факт, на который я хочу, чтобы люди открыли глаза. И правительство, кстати, тоже. Для страны стараюсь, как-то изменить ее, ну и все такое. Звучит красиво, но... Да и кому я нахер нужен, Да мне нужен в этом. Чего ты смеешься? Все, братишка, Настя домой пришла. Давай, все на связи. Я тебя позже наберу и жду в Москве в гости. В гости? В гости это хорошо. Да, все, пора валить оттуда. Давай ко мне. Не получится. Если только навсегда. Ладно, обнимаю тебя. Давай. До завтра. Все, обнимаю. Ну и не поминай лихом. Ну, дурак. Давай, все, обнимаю. Пока-пока. Давай. Я Владимир Синельников. Почти 20 лет я был корреспондентом радио Вести ФМ по Украине. Я коренной киевлянин, по образованию историк. Люблю Киев. Считаю, что это, наверное, самый лучший город на земле. С нами на связи Киев и наш корреспондент на Украине Владимир Синельников. Расскажите, пожалуйста, последние новости. Ну и, конечно, с тревогой следим за судьбой храма Спаса на Берестове. Назвать автора определения Томас Тур крайне трудно, поскольку оно сразу моментально разошлось по социальным сетям. Можно сказать, что в данном случае это как раз акт народного творчества, который показывает ту иронию и тот сарказм по отношению к действиям президента Порошенко, который разъезжает по городам и весям, показывает народу свиток и говорит: «Я принес вам Томас. Благая весть от Петра Порошенко». Я писал обо всех важных событиях, которые касались и политической, и экономической жизни на Украине. Иногда приходилось писать на культурные темы, но это, прямо скажу, не мое. А моя специализация – это политика и экономика. Я писал о том, что украинский бюджет еще до начала военных действий на 50% формировался за счет займов.
То есть это я писал, что Украина – это фактически государство-банкрот, потому что государство, которое половину доходов госбюджета получает из займов, но это государство, которое существует только потому, что до сих пор никто не потребовал с него взыскания налогов. Я, например, писал о том, что Порошенко, как президент, в принципе, может быть привлечен к ответственности за то, что он делал на Донбассе, потому что там были вот такие вещи, которые он, в принципе, не имел права делать. Например, говорят о донбасском сепаратизме, но на самом деле государственные органы власти и банковские учреждения из Донбасса были выведены указом Порошенко осенью 2015 года. Но не имеет права президент, когда нет военного положения, осуществлять такие действия. Я писал о том, что Порошенко, вводя экономическую блокаду Донбасса, опять-таки превышает свои положения, потому что не имел права президент объявлять экономическую блокаду части территории собственной страны. Я писал, например, о том, что выборы на Украину проводятся с нарушением законодательства уже хотя бы потому, что они не проводились на территории Донецкой и Луганской областей, и, соответственно, волеизъявление нескольких миллионов человек просто игнорировалось. То есть писались вещи, которые объективные, но которые были очень неприятны для властей. Начнем с истоков. То, что замалчивалось веками. Так называемые русские, в отличие от украинцев, не имеют никакого отношения к славянским народам. Вы знаете, 98% российского населения – потомки угрофинов, то есть жители вот этих всяких тенистых, темных лесов, свинцовых, хмурых рек, такие чухонцы ближе. Ну, не я лично, у меня немножко другие корни, но большинство населения – это факт. А вот товарищи украинцы, они все-таки южные славяне. Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. Просто ежедневное повторение одного и того же. Россия враг, мы отдельный на украинский народ, который подвергался гонениям со стороны России. И вот как мантра изо дня в день. И постепенно это внедряется в сознание. И это приводит к тому, что подсознание закладывается представление о том, что Россия действительно враг, люди начинают ненавидеть Россию, причем даже не понимая почему. Когда их пытаешься спросить, а вот что тебе лично сделала Россия, он ответить не может, но он ее ненавидит. Особенность психологической обработки населения состоит в том, что не должно быть голосов против. Вот когда звучат громко голоса против, население начинает думать, анализировать. А вот когда голосов против нет, соответственно, население не думает и воспринимает ту информацию, которая ему дается, не критически, просто на уровне, и она откладывается на уровне подсознания. То есть для того, чтобы можно было психологически обработать население, властям Украины пришлось подавить любую оппозиционность. И на Украине не было никаких оппозиционных масс-медиа. В центре Киева прошла акция протеста журналистов. На улицы вышли сотрудники 4 закрытых телеканалов. Журналисты требуют возобновить вещание. СМИ не единожды критиковали действия Владимира Зеленского. Президент Украины ввел санкции против 3 телеканалов. Ограничения коснулись 112 Украина, ЗИК и News One. Попавшие под санкции украинские телеканалы создали новый холдинг. В переводе на русский «Первый независимый» пробыл в эфире всего час. Потом канал отрезали от спутникового вещания и в кабельных сетях. У меня было 3 обыска, причем 3 из них, все они были незаконные, без санкции суда. Но, правда, во время 3-го обыска сказали, что санкции суда получат позже. Во время обысков, когда я просил предоставить мне адвоката, во время 2-го обыска мне отказали, причем в издевательской форме. У меня отобрали все ноутбуки и все телефоны. И когда я сказал, что я хочу вызвать адвоката, один из представителей СБУ так нагло усмехнулся и сказал: звоните. Я говорю: как я могу позвонить, если у меня отобрали телефон? Он говорит: это не мое дело. И вот так проводились эти обыски. Причем обыски проводились, вот эти 1-й и 2-й обыски проводились в стиле абсолютного запугивания. Там начиналось с того, что выбивалась ногой дверь, как в кино, врывалась СБУ в квартиру, клали меня на пол, берц на шею, ствол автомата к затылку, крики «мы тебя убьем», нецензурное выражение в мой адрес и так далее и тому подобное, запугивание. То есть это было реально страшно, и было ощущение того, что тебя вот-вот убьют. Звучали фразы «мы тебя заберем к нам в подвал», вы понимаете, что это означает. Были такие ситуации, когда за спиной щелкали курком пистолета. Вот ты стоишь и вдруг слышишь, как за спиной завели курок пистолета. Понять эти ощущения может только тот, кто их переживал.
Было заявлено, поскольку все эти обыски были незаконными, то та техника, те гаджеты, которые были у меня отобраны, это не изъятие, это было просто грабеж в чистом виде, их просто отобрали. При этом заставили меня написать расписку, что я их выдал их добровольно. Ну, попробуй отказать, когда там 7 человек с автоматами. Попробуй, скажи, что ты что-то возражаешь против этого. Было заявлено, что я должен оставаться на месте, не имею права покидать то место, где проводились эти обыски. То есть это фактически был домашний арест. И несколько раз ко мне приезжали просто с проверкой, нахожусь ли я на этом месте. То есть приезжала либо полиция, либо представители СБУ. Проверяли, заходили, на месте я нахожусь. Причем, вы знаете, даже тот момент, когда тебя кладут на пол и приставляют ствол к автомату, это не так страшно и не так тяжело, как вечное ожидание того, что вот это то же самое повторится на следующий день, что тебя могут забрать. Именно вот это ожидание того, что с тобой расправятся, могут расправиться в любой момент, это самое тяжелое. И именно тогда я вот где-то приблизительно за 1,5 месяца полностью посидел. Журналистика может быть свободной только в свободной стране, когда есть какие-то гарантии свободы слова, гарантии... Ну, в принципе, что такое журналистика? Журналистика – это профессиональная свобода слова. Если есть гарантии свободного слова, то, соответственно, есть гарантии и свободной журналистики. Там на Украине сейчас проводится тотальная зачистка. Очень большое количество моих друзей просто арестованы или просто исчезли. Я не знаю, что с ними произошло. Сейчас просто под условиях действия военного положения просто проводится тотальная зачистка любых нелояльных элементов. Вот ничего не сделал, но это зачистка всех тех, кто представляет из себя потенциальную угрозу. Это часть политики уничтожения всего, что связано с Россией, которая проводится на Украине. Ну, она проводится фактически на протяжении всего периода существования независимой Украины. Ну, раньше она проводилась в более мягкой форме, а сейчас это проводится просто тотально. Война, военное положение, и, соответственно, очень удобно все списать на войну. Поэтому просто уничтожается все, что потенциально представляет угрозу для нынешней власти. Управління Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області посвідчення. Петро Дмитрович, я вам повідомляю, що ви обґрунтовано підозрюєтеся у вчиненні виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України. Ну, если говорить об Украине, то я бы хотел процитировать самого себя. Украина – это страна победившего сюрреализма. И вот сейчас ситуация абсолютно сюрреалистична. Когда страна воюет против своих интересов, за чужие интересы, и считает, что она воюет за себя.